Привет, друзья! Мы снова на водоеме Гамалиевка, и сегодня тест удилища Sportex Catapult CS3. Сегодня будет достаточно необычный обзор. Вы в своих комментариях пишете: вот вы спортсмены, кидаете, а вот сколько я смогу этим удилищем кинуть. Мы приехали на водоем и встретили тут ребят. Вот, пацаны, как вас зовут? Представьтесь. Саша. Саша и Олег. Саша и Олег. И мы поменялись. Ребята ловили щуку, теперь щуку ловит Игорь, а ребята кидают карпами удилищами. Ребята не спортсмены, ребята обычные любители. Поэтому вот в этом видео мы покажем, сколько этим удилищем может кинуть обычный любитель. Будет, кстати, очень интересно. Пока мы будем снимать обзор, может быть, Игорь поймает какую-нибудь щуку килограмм на 10 или на 15. Игорь, на сколько ты хочешь щуку поймать? 25. На 25. Итак, пару слов о самом бланке. Значит, напоминаю, у нас Sportex Catapult, такой достаточно красивый, как мы видим, карбон, 50-е кольцо, и производитель заявляет, что тут 3,75 ЛБ. Но хотя на самом деле я, честно, не советовал бы всем верить в то, что написано на каждом удилище. То есть надо пробовать, надо цеплять груз и смотреть, с какими грузами путем эксперимента этим удилищем можно работать. В принципе, чем мы сейчас и займемся. Значит, напоминаю, удилище у нас Sportex Catapult CS3, катушка Shimano Magnesium, 25-я леска, и начинаем мы с груза весом 113 грамм. Сначала у нас кидает Олег. Опа. Ну, не скажешь прям, що любитель парень. Хорошо кидает. Вчив тебе кидати, да? Я з ним нормально. Так, Олег, виматывай парус и считай оборот. Летить? Нормально. Треба розкидатись, зарядку зробити, повіджиматись, присідати. І кидати. Під 150 оборотів я нарахував. Є точно, 150 точно. Так, а ну ти попробуй. Давай. Але візьми руку сюди, за сам кінець. О, так, да. Скільки? 60-160. 160. Давай пробуй ще раз. Різниця відчувається одразу, все-таки ціна, якість кидає. Ігорик, де щука? В воді. Чого не на березі? Рибка плаває по дну, хер злопаєш хоч одну. Ось 155 десь. 155. То есть плюс-минус. 155-160. Примерно у нас со 113 грузом у обоих ребят получилось где-то 150-160 оборотов. Но это примерно где-то там 145-150 метров. Вот при этой катушке, при этой леске. И напомним, кстати, что леска тут 0,25, реально она 0,28. То есть как бы совсем такая не тоненькая леска.
Сейчас попробуем переставить груз, снимаем 113, ставим 125 и посмотрим, что у нас получится с более тяжелым грузом. Так, Игорь щуку не поймал, ребята ушли ловить щуку, а мы же повесили 125 груз и посмотрим, как это удилище будет вести себя со 125 грузом. Не проваливается? Нормально 125? Отлично. Отлично, Игорь говорит. Потестировали мы удилище со 125 грузом. По дальности результаты мы не увеличили. То есть примерно все те же 150-160 оборотов получалось, плюс-минус. Удилище 125 груз держит, оно не проваливается, и причем чувствуется еще запас прочности. То есть, ну, как мне кажется, можно повесить груз 135. Сейчас мы именно это и сделаем и посмотрим, как удилище будет себя чувствовать со 135 грузом. Игорь, Sportex катапульт и 135 груз. Я, кстати, считаю, что очень важно, если мы хотим иметь универсальное удилище, то нужно покупать такое удилище, которым можно работать 135 грузом. Потому что мы живем в Украине, погода не всегда нас балует, часто ветер, часто гроза, часто шквальный ветер. И бывает такое, что этот шквальный ветер нужно пробивать, да еще и со стиком. И вот тут легкие груза, там 113 и 125, они не особо справляются. То есть мы стараемся выбирать такие удилища, на которые можно, которыми, вернее, можно работать со 135 грузом. Давайте, друзья, теперь подведем небольшой итог. Итак, 113 груз, 125 груз и 135 груз показали примерно одинаковые результаты. 150-160 оборотов, это где-то 145-150 метров. Ну вот на этой катушке и на этой леске. Леска, кстати, напомню, 0,25 Трабуко заявленная. 0,25 Трабуко реально 0,27, 0,28. То есть вот с 0,28 леской удилище без оснастки можно положить примерно на 150 метров. С оснасткой это, соответственно, где-то 135-140 метров. Нужно дальше, соответственно, можно поставить 0,20 леску, это еще 10-15 метров вам добавит. Что бросается в глаза? То есть это, конечно, не дальник. То есть это не Sportex Triumph, и я не знаю, покупал ли бы я его себе для спорта. Но офигенно оно для любительской рыбалки. То есть чувствуется запас прочности, и такое ощущение, что сюда можно повесить еще и 145 груз, и, возможно, даже 155. То есть у нас, к сожалению, их нет с собой. Но удилище достаточно мощное, то есть им можно не бояться его сломать. А если, кстати, вы даже и сломаете вдруг, то у Sportex есть 10 лет гарантии, которая реально работает. То есть несколько были такие ситуации у других людей, которые они ломали удилище, и Sportex без проблем это все дело меняет. Не скажу, что РК Кричевичи это удилище рекомендует спортсменам, но реально это офигенные удилища для любительской рыбалки, тем более за свою цену. Еще один немаловажный момент. В начале видео вот этим вот Sportex катапульт работали ребята, которых мы случайно встретили на водоеме. Ребята не спортсмены, ребята обычные любители, и, как вы могли видеть, там далеко не идеальная техника. Так вот, они кидали точно так же примерно, как и мы. То есть удилище, которое прощает технические ошибки. Вот это четко удилище для любительской ловли. То есть если вы не спортсмен, если у вас нет идеальной техники, все равно на свои 130-140 метров вы сможете при помощи этого удилища отправить свою оснастку. Ребята, на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем и до встречи на канале. Ни хвоста, ни чешуи.